Добрый день, здравствуйте. Наши новости. Сегодня у нас у детей, у первоклашек, Ваня отыгрывает свою песню, экзамен. Поэтому мы сегодня прикупили Ваньку. У нас хотя есть, но уж очень хотелось побаловать. Туфельки вот такие. Ну, это в сад купили, в саду уже надо менять обувь. Она новая, нога у Ивана растет быстрее, чем обувь успевает снашивать. Купили сегодня ему в саде кофточку, под курточку новенькую. Такую вот взяла с горлышком, не совсем как водолазка, ну хорошо ему она, однотонная такая. Это в садик, чешки тоже в садик, а это сейчас на концерт. Бабочки две. Одну Кости уже одели. Это Максиму бабочка. Хотя у Максима сегодня нет концерта. И Ванечки. Ванечки еле нашли штанишки и даже нашли ремень. Папа удивился. Говорит, первый раз нашли ремень. Снежана со школы пришла мерить температуру. У нас дома беда. Прям прямым образом беда. По-другому я это не назову. Сегодня скорую вызывали Роме. Вчера Рома пришел, сказал, что у него температура. Ну, в общем, температура 38. Нет, сначала мы померили, было 38,4 утром. Он пришел, говорит, мам, мне плохо. Я говорю, давай мерить температуру. Потом буквально полчаса проходит. Я говорю, ну-ка давай еще померяем. Меряет уже 39 с копейками. В общем, до 39,9. Мы с ним полетели, с 10 часов работал врач, мы в 9:30 с ним побежали. Нас приняли, в общем, посадили нас на больничный. Я дома ему температуру начала сбивать уже. Пришли в больницу, уже была 37,8. Меньше не падала вообще. Вечером пришли домой, вечером опять поднялась 39,4. Уже в 9 часов, в начале 10-го я начала сбивать Роме температуру. Но обычно махом у детей сбивается температура. Здесь ни в какую не хотела падать, сбила до 37,4. И в 3 часа меня, то есть мы противовирусные принимаем, мы принимаем жаропонижающие, полоскаем горло, обрабатываем мироместином. Ванечке рубашечку новенькую взяли, хоть у него и есть, но раз сейчас в музыкальной школе постоянно будет ходить, взяли новенькую. Все делаем, все обрабатываем, в 3 часа ночи Рома меня будет. Мама, мне плохо. Я опять ему меряю температуру. Температура 39,4. Я вызвала скорую, потому что не могу сбить температуру. Температура растет. Ну, приехала скорая. Поставили ему 2 укола. Послушали, посмотрели. Говорит, хрипов нет, ничего нету. Вирус сейчас такой ходит. Полоскайте горло так же, что и сказала доктор. Ну, в общем... Поставили 2 укола. Первый укол это был этот, как обычно, димедрол, анальгин и дротаверин. А второй укол был преднизолон. Преднизолон. Да ладно, не важно, что. Ну и так. Какой-то еще. И еще забыла. В общем, против аллергии. Несупрастин, а второй. Забыла, как называется. Я говорю, это от аллергии. Она говорит, он еще и воспаление снимает. Ну вот, ходит Рома. Мы только приехали, нас целый день не было дома. Рома дома. Дети собираются. Анюта одевается на мероприятие. Ох, ты прям лицо такое делаешь. Носик тебе надо, доча, сходить помыть. Сейчас мы с тобой еще бантики сделаем. И носик сходи, помой. Только не мочи. Лицо умой, у тебя лицо грязное. Как в школе, видать, кушала. Лицо грязное. Все, нам уже через полчаса выбегать. Запеканку? Без чего?
без изюма. Так, Ванина рубашечка. Ванина рубашечка, Ванин бантичек и жилеточка. Все отдельное. Комплекта, набор там даже один костюм, даже с пиджаком нашли. Думаю, ну ладно, будет в музыкальную школу красиво выглядеть, ездить. Не подходит ничего. Бабушка была с нами, бабушка смеется. Говорит, мы как тебя в школу на следующий год собирать будем. Че, доча, давай. Сейчас, хлясь, этикетку оторву. Анюта, давай отыгрывай. Так, ну вот. Сейчас будем одеваться. Обувайся. О, джентльмен. Прикольно. Да. Прикольно джентльмен. Ваня. Вань, тебя Моника не узнает. Ага. Опа. Джентльмен. А вы же сказали, что жилет нельзя. Будем одевать. Нет, папа. Фантик сейчас вот. Не фантик, а бантик. Фантик, говорит, есть фантик. Бантик. Доча, достань ножницы. Вот тут они, наверное, наверху, вот они. Да. Мы сейчас это ногти подстрижем, Ваня. Тихо, тихо, тихо. Куда сам? Пока сам не надо. Ты сейчас себе пальцы Ну. отрубишь. Давай задом поворачивайся. Пальцы отрубляют только когда больно. Ваня, ты где твой костюм? Так теперь улыбку надо еще. Улыбка. Туда отходи. Улыбочка. На папу смотри. Вот так сделай. Улыбка такая. Ну все, мы ногти будем постригать. Игривую Куликову Алису. Загадочного Румянцева Ивана. Бесподобную Румянцеву Анну. Фантастического Дынина Константина. Искрометную Абрамову Валерию. Пьесу под названием «Ласковая девочка». Белорусский народный танец «Янка» прозвучит в исполнении Румянцевой Анны.
Ныне Константин исполнит тоже полечку. Встречайте. Приехали с музыкальной школы и начинаю. Время сейчас чуть-чуть отдохнули, с полчасика. Дети все болеют. Настроения такового нету, но дети есть дети, вы знаете, да, что повеселиться, порезвиться, у них радость есть всегда, тем более это будет дома происходить. Ну вот хочу на завтрашний день. Я сейчас делаю 2 бисквита. Для чего я делаю бисквиты? В данный момент я хочу сделать пирожную картошку, давно вообще не делала. Но какую картошку? Я еще вам такую картошку, что я делала, не показывала. Это будет картошка из бисквитов, не из печенья. Бисквитов и крем масляный, сгущенка с маслом. Это, в принципе, весь состав сгущенки будет. Ой, весь состав пирожен картошки будет. Все, выключаю. Это первая. 2. Одна уже у меня готовится. Это сейчас помою для того, чтобы бисквит совершенно чисто делать. А это уже ставлю. Сейчас еще раз перемешаю. У меня здесь уже 2 противня стоят, засланы силиконовой бумагой. Я одно время как-то застилала ковриками силиконовыми. Нет, все-таки силиконовая бумага — это самое лучшее. Удобно. Да. Их мыть не надо. Потом эту бумагу силиконовую. Коврик у меня лежит, ну, про запас, когда закончится бумага. Может же такое быть, что раз и закончилась бумага. У меня это бисквит на 10 яиц. 300 грамм муки и 300 грамм сахара здесь. В принципе, все, что я сюда... ну щепотка соли. Яйца сразу и желтки, и белки сбиваю. Все, я сейчас пеку эти 2 бисквита. И из них буду делать пирожную картошку. Печенье покупать не надо. Все ставлю в духовку на 180 градусов. Минут 15 запечется. Посмотрим. Ну вот я спекла 2 коржа. Это крошечка. Я ее смешаю с какао. Крошечка, знаете, я вот с пергамента сняла. По бокам вот так сейчас вот эти сухие обрезаю. Даже не надо это. Вот она прям сухая становится. Смотрите. А много и не надо сильно с какао. Чтобы вот пирожное повалять, обсыпать. С какао смешаем. И вот один бисквит я уже разломала, чтоб оставал. И второй сейчас также. Пусть остывает, лежит. Быстрее убрать с противней. И пусть остывают. Сейчас остынут и буду продолжать делать пирожные. Это, наверное, даже быстрее, чем сходить в магазин за бисквитом. Просто сделал и все. Ну и буду продолжать. Настолько нежные коржи, что их и не надо было блендером. Я их, в общем, выложила.
И все. Сюда у меня рецепт я написать не могу, потому что у меня все на глаз. У меня сюда ушло 2 коржа по 10 яиц каждый корж. 2 бисквита. Получается 20 яиц. Мне почему недорого получается? У меня яйца свои. 20 яиц, 600 грамм сахара, 600 грамм муки. В принципе, все. Но я добавляла еще кукурузный крахмал. Брала 170 грамм муки и 30 грамм крахмала на одну порцию. Все. И здесь у меня 2 коржа, 2 банки сгущенки, просто обычного молока и 450 грамм сливочного масла. Крем сделан из этого. И потом перемешано все. Такая масса. Я вот ее хорошо какао добавила на глаз. Цвет, который мне понравился. Получается где-то 3 столовые ложки у меня тут. Ну, картошечка, конечно, как в детстве. Такая по ГОСТу, да, как говорят. Как в детстве картошечка с бисквитов. Это крошка, сухая крошка бисквитная. Я ее с какао перемешиваю. И буду здесь окунать свои картошки пирожные. Беру. Так. Все, начинаю. Все, перемешала хорошо. Теперь беру порцию, которая мне надо. Кругленькие буду делать такие. Вот так. В сухариках. Сухарики и какао. Чуть-чуть похрустывать сухарики будут немножечко. И такая красота будет. Просто красота прям. Большие делать не буду. И уберу в холодильник до завтра. Завтра у нас с обеда с детьми будет небольшое мероприятие. Дети все болеют почти. Но мероприятие сладкое мы любим. Все равно ждем. Поэтому дождались. Валера приехал домой. Владика уже полслужбы прошло. Скорее бы уже закончилась у него служба. И он тоже бы приехал домой. Смотрите, какие красивые получаются картошки. Оп. Чтобы не отвлекаться сейчас. Быстро накрутила. Я смотрю, когда я спать лягу. Через сколько ты спать ляжешь? Через сколько? Скоро. Сейчас, 5 минут и готово. На самом деле бисквиты спечь, пока они остывают. А это все даже не надо пачкать блендер. Стационарный миксер руками. Очень хорошо поддается руками. Перемешали, да и все. Во, большая какая получилась. Такие вкусные картошки. Вот правда. Я все видел. Намного вкуснее картошка, чем в печенье, из печеньев. Намного нежная такая. Вот именно настоящая картошка. О, чуть-чуть. В морозильнике сейчас сгущенка и масло встанут. И все. И завтра будем на стол подавать. Большие делать начала. Большие не надо.
Да почему не надо? А потому что не скушают. Ведь, может, нет, а я скушаю. А, да? Ну ладно, все большие делаю тогда. Ну, пирожное, как пирожное. Да. Ну ты лучше 2-3. Опа. Во. Какие-то вирусы страшные ходят. Ужас, как дети сильно. Вообще, я сама уже 3 недели точно с головной болью мучаюсь. Иван у меня уже 2 точно мучается с головной болью. Дети уже спать легли, малыши. Ульяна еще книгу читает. Мальчишки в телефонах лежат еще. Отдыхают вечером, потому что днем некогда этим заниматься. Вечером отдыхают. Время уже 10 есть уже? Да, ровно 10. Ровно 10. Все. Малыши тоже еще не спят, ну укладываются. Ой, какие красивые. Прям рекомендую сделать. Сделайте один бисквит, возьмите одну банку сгущенки. Бисквит именно на 10 яиц. И думаю, грамм 300 масла, грамм 200. Там сами не торопитесь по консистенции. Очень вкусные. Лепится хорошо, да? Да. Не, ну можно больше масла добавлять. Я просто не хочу, уже достаточно. Да. Вот она как в детстве, вот такая вот. Магазинная, да? Да, да. Я очень любил, 23 копейки стоило. 23 копейки? Ты все помнишь? 22. 22? Цены помнишь, интересно. Только посыпка была такая, видать, сахаровая, чем-то беленьким, и они еще из масла такой хвостик делали. Хвостик, да. Ну, как будто росток картошки. Не знаю, может завтра еще одно пирожное буду печь и будет. Это 5 минут сделать маслица со сгущенкой. Это же так. А вот именно этот хвостик-то и вкусный всегда был. Не знаю, как тебе, но мне прям всегда его хотелось. Не, он был масляный, я масляный крем не любил. М-м. Как в детстве пирожное. Вкуснее, чем чем с печенькой. Чем с печеньки. Можно кусочками печенья поломать в такое и колбаску сделать, как с орешками. Ну вот. Поехали! Поехали за орехами. Сколько тут осталось? Ну, уже сделала 20. Ты быстро посчитала. Ну, 5 и 4. Так. Таблица умножения, знаешь? 5 на... Так она надо умножать, да? Да. Жара, у нас все открыто, жарко на улице, тепло. Или дома просто тепло. И дома тепло, и на улице тепло, везде тепло. Хватит противня, нет? Противня хватит точно, даже еще может остаться место. А может и нет. Сейчас вот я целый ряд, видишь, выделываю. 5 штучек. 5 штучек делаю. Для меня получается из бисквита делать очень... У кого яйцо домашнее, вообще из бисквита дешевле намного получается делать. Да, и кто много печет, вот эти все обрезки собирать тоже.
Каждый раз торты обрезаются, что-то делается. Тоже удобно. Много печет. Только кто профессионально занимается. Ну да. Он знает это тогда наверняка. А? Он наверняка это знает. Да. Ну, конечно. Все, последний ряд делаем. И будет 6, 5, 30 будет. 30 штучек. 30 таких хороших картошечек. Каждому по 5. Я свои 5 съел, да не знаю. Да, свои 5 штук я уже. Нет. 30 не будет. Будет 1, 2, 3, 4, 5. Будет 29. Ну, тем более, каждому по 6. 29 будет. Все. Ну, это радостная новость, потому что это значит... Что это заканчивается, да? Это значит, что скоро я пойду спать. Делайте такое пирожное. Я напишу, из каких ингредиентов у меня получилось пирожное. А вы уже пишите себе, высчитывайте себе. То есть из каких вы, то есть 30 штук, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 30. Но у меня 29, но у меня есть пирожные большие. Вот если бы я все одинаковые делала, то у меня бы получились все бы такие. Ну, теперь смотри, вот сюда масло, сгущенку добавляем, и еще одно пирожное. Нет, тут много какао. Да. Много прям какао. Это в какой-нибудь бисквит потом замешивать. Ну, я вообще-то шучу. Ну, я знаю. Ну, что? Так у нас сегодня день прошел. Много в разъездах были. Готовили. Дети все болеют, много дел делали. С бабушкой ездили в Алберис. Бабушка платьишко себе заказывала. Пришло платьишко изумрудное. Готовили. Ездили на праздник детям посвящения в одноклассники. В музыканты посвящения. В этот раз, кстати, всегда давали клятву музыканты. Там дети, обещаю не пропускать занятия, клянусь. А в этот раз родителей подняли. Обещаю не мешать ребенку. Обещаете? Да. Тихо крикнули это. Громче кричите. Да. То есть сегодня у нас мы были в гостях в музыкальной школе. И в конце еще наделали. Уже вечер, уже хочется отдыхать. Семья дома. Ну, отдых такой. Дети болеют, поэтому сейчас еще пройдемся по всем. Всем дали ЦУ. Что если будет плохо, сразу ждем, если я вдруг не подойду. Как вчера, сегодня ночью Рома в 3 часа ночи подошел и сказал: мама, мне плохо. Хотя вот я его в 1 часу контролировала, а в 3 уже ему плохо стало. Но сегодня температура легче сбивается, держалась тоже 39, но сбилась до 37 с копейками. То есть надеемся, что ночь для него пройдет хорошо. Спасибо, что заходите к нам. До скорой встречи. Делайте тоже из бисквита картошку, пирожное. Очень быстро и очень вкусно. А главное, у кого свое яйцо есть, курочки несут, это еще и не так дорого. Только тратишься на сахар, на муку. 600 Вот тут у меня ушло 600 грамм сахара, 600 грамм муки. Ну и 20 яиц. Бисквит сделала. И еще какао. И все. Ну еще сгущенка и масло. Да. До скорой встречи, друзья. Лайк за старание.